Леди и джентльмены, привет всем, с вами Сэр Холмс, продолжаю прохождение Morrowind Tamriel Rebuild, и на повестке дня у меня сходить в замок Старого Эбенгарда наконец-то. Сколько уже я тут пробыл, а в замке еще ни разу не бывал. Замок, ну и Бонитовая башня тоже здесь. Ну, я бывал на самом деле, но лишь в сокровищнице, проникнув через канализацию сюда. И вообще случайно получилось. Красота. Еще на повестке дня квест по сбору налогов с пекарей для гильдии пекарей. Там, похоже, надо со всеми сначала хорошие отношения вступить, так сказать. Поработать языком. У меня же был гид по этой местности. Ну, вот по Старому Эбенгарду, то есть. Вот сейчас бы он мне не помешал снова, потому что... Resettlement. Reset. Не понимаю, что это. Немного теряюсь во всех этих. Может быть, милостивый стражник мне захочет рассказать, что здесь есть. Нет, вообще нет у него реплик похожих. Ладно, буду разбираться сам. Но вообще, что здесь максимально интересно для меня? Интересные гербы. Так. Курия, зал правосудия. Наиболее интересные места, наверное, находятся здесь. Вот Великий зал, над которым возвышается башня. А, действительно, смотрите-ка, что у нас тут. Пасхалочка, да? Assassin's Creed и все дела. Так, здесь штаб легиона. Не думаю, что он мне сильно нужен. Ну, я так просто пришел праздно пошататься, считайте, сюда. Мрачновато, конечно, тут. Гербы тоже все чьи-то. Ну, хорошо, давай поговорим. На миссу Райл похоже, кстати. Добро пожаловать во дворец Эбонитовой башни. Меня зовут Меридика Афер. Слуга его лордства Караса Кассессия. Кассессий? Или Каске... Ну, на Кассессии, наверное. Так. К твоим услугам. О. Ну-ка, если у нее спросить про места. Так, замок Эбонитовой башни состоит из 3 главных зданий. Это дворец, Курия и штаб легиона. Также есть несколько офисных зданий, миссий с провинций и, конечно же, 8 башен. Каждая названа в честь 8 святых. А 9-й кто? А, да, вот. Великая башня-колокольня, башня Талоса. Это самая впечатляющая часть имперской архитектуры в Morrowind'е. И она возвышается над дворцом. Кто-то конкретный. Так, Карас Кассесиус. Бурграф или бургомистр. Бургомистр, наверное. Старого Эбенгарда и Кастелян Эбонитовой башни. Его ты можешь найти в Великом холле дворца. Ага. Его светлость Пирий Маттим. Я сейчас пытаюсь правильно эти все латинские имена
произнести. Пириус Маттим, наверное, даже тут будет. Карас Кассессий. А US не читается на конце. Переделывается в И. Ну и да, получается. А вот ОС я подзабыл. Пириус Маттим. Похоже так. Герцог Дишана. Вот он сейчас расположился в великих в гостевых палатах, в высоких помещениях дворца, в общем. Так, лорд-генерал Кисалия Виктрикс. Так, да. Наверное. Вот с имперскими именами у меня самые сложности. Командир имперского легиона находится в штабе легиона. Министры из провинций, включая министра правосудия Белисату Мед и министра сокровищницы Парандила, имеют офисы в здании Курии. Так, и почему у нас можно расспросить подробнее о Кисалии Виктрикс? Не знаю. Она лорд-генерал Моровинда. Самый высокопоставленный офицер легиона в провинции. Держащий ответ лишь перед императором. Ты можешь найти в ее в штабе легиона. Какие тут у нас важные шишки собрались? Что пишут? Приветствуем посетителей Бонитовой башни, библиотека и королевский зал пиршеств открыты для публики. Но посетителей просим воздержаться от прикосновений или в общем каких-то действий с экзотическими представителями флоры. Так, библиотека и household, хозяйство, видимо. Тут особая стража, да, у нас? Ну да. Я здесь, чтобы увидеть замок. Так, цветочки не трогать, значит. Какие вот... Какие напыщенные. Приветствие, мой муж Ордо и я... Знать Коловии. О, точно, смотрите, у него какой шикарный колонский колпак. Мы тут изыскиваем деловые возможности в Старом Эбенгарде. Ну, мне, конечно, хочется пораспрашивать. Я ищу инвесторов по поводу различных деловых предложений. Это все общие фразы тут идут. Слухи. Восстановление имперской канцелярии занимают уже вечность. Из того, что я слышала, рабочие — это творческая банда, но не очень организованная. Я все еще не знаю, почему они так долго не могут закончить свою работу. Им хотя бы платят? Угу, интересно. Что думаешь про Моровинд вообще? Тоже очень общее представление. Это все то же самое. Это все то же самое. Неспокойствие в Сиродильском городе. Не стоит верить всем слухам, которые ты слышишь.
Ну, это я тоже говорил об этом всем, пожалуй. Ладно. Уникальных фраз нет. Серпен Одро мое имя. Моровинд очень отличается от Коловии. Но я уверен, мы с Аурелией найдем способы занять наши умы и руки. Хорошо, молодцы. По слухам то же самое рассказывает. Яркая грива. Я запомнил слово main. Или man. Нет, man это человек получается. Наверное, main. Я Эудельфин, яркая грива, мастер королевских лошадей. Лошадей? Где? Ну, таковые тут были, точно были. Я мастер королевских лошадей, потому что западные традиции и протокол заставляют каждый королевский двор держать таковых. Как бы то ни было, в этой богом забытой провинции они не практикуют хазбандри. Это, наверное, езда верхом, что-то вроде этого, как все цивилизованные народы. Те немногие лошади, которых мы привезли с королем Хелситом из Вейриста, долго не продержались. Поэтому здесь теперь нет лошадей. Ага, и так чем ты теперь занят? Я не должен объяснять, ну, там, рассказывать тебе о себе. Я чертов мастер королевских чертовых лошадей. Да ладно. Успокойся, успокойся. Знаю я, как тут у вас с лошадьми все печально. О, ничего себе. Это тоже нельзя трогать? А если я все-таки тихонечко? Яблоки. Ну как же, Аргонянину любопытно. Какой интересный экзотический фрукт. Шлемы всякие. О, Караска сессии. Пожалуйста, не стоит кланяться, сир. Можешь подойти. Я не думаю, что мы знакомы. Я лорд Караска сессии, Кастелян башни. И что бы ты от меня хотел? Так, я Караска сессии, бургомистр Старого Бенгарда и Кастелян Эбонитовой башни. Как королевский вассал, я правлю как городом, так и управляю хозяйством его высочества во дворце. Значит, ты прославленный домоправитель? Я благородных кровей. И я не опущусь до того, чтобы отвечать на твои оскорбления. Ну вот, опять обидел. Че я всех обижаю? Ну давай, ладно, по-нормальному. Все, не хочет больше он со мной. Так. Он тоже такой интересуется, платят ли рабочим, которые восстанавливают, хотя по идее он, наверное, платить-то им и должен. Ну и тут тоже все пошло, то же самое. Я думал, ты мне квест дашь или что-нибудь. А чё смешного-то? Ну да, мы в Моровинде.
Ты кто? Мьялла Фидлер. Порой меня называют просто Фидлер. Я придворный бард. То-то ты так много знаешь, все. Все те же самые слухи. При этом про Кассессию с ней нельзя поговорить. Кесалию, то есть. Кесалия. Кицалия. Ну... Каких-то особых фразочек я тоже не вижу тут. Ладно, куда двинуться дальше? О, черную розу, кстати, можно было отсюда своровать. А я садовник, говорит. Стража дворца такая пузатенькая. Хорошо кормят, да? Го в библиотеку. История Бенгарда. О, ну все. Вот здесь даже полностью песня о Пеленале есть. О, амулет королей. Непроизносимое какое-то что-то. Так, биография парня. Я вроде прикупил даже таковую, да. Правда, сейчас я пока все еще зашиваюсь по времени. О, линия императоров. Уху-ху-ху. И дополнение к ней. 9-томник, ничего себе. Это ж все... Хотя это может быть... ванильные книги, но вот... Это все бенгардские. Ой, бенгардские. Там ребилдские. Андотрен. О, катастрофа у Ионита. Вот она моя, одна из самых любимых книг. История Редкардов. Что-то там в 2012-м произошло у них. Королева-волчица. Бестиарий. Ботаника и зоология. Понятно. Мономиф. О, король Эдвард, все части. Ну окей, я знаю теперь, куда ходить, чтобы продолжать мою рубрику. Но опять же, это не в ближайшие 3 серии, потому что, как я и говорил, времени у меня сейчас мало в жизни на текущий момент. Ну, где-то к середине октября должно... О, может, это проклятые камни? Сейчас я как бы невзначай тут... Так. Блин, они не проклятые. Ну ладно. Продам. Так. Блин, ребят, простите, я не могу это все не изучить и уйти. Чё? Подлинная Борензия даже есть тут у вас? Окей, тоже буду знать. Происхождение чего? Пепельного батата? По-моему, эта книга должна быть здесь. Шкатулянская ересь. Над всем этим. Так, Falkir's Gentle Descent выучил. Фуш... медленное падение. Так-то полезное заклинание. Военные тактики новой эры, что-то там, еще один мономиф. Вот это библиотека, ох.
О, гид по старому Бенгарду. Вот, да, что я хотел. Так, где-то тут по Эбонитовой башне... Ох, тут, слушайте, я же это не читал, ничего. Давайте хоть быстро пробегусь. Так, бьющееся сердце империи в Моровинде. Самый большой имперский город на востоке. Расположен в устье реки Тир, символ имперской культуры, военной мощи. Он дружественен для путешественников. Так. Несмотря на расположение, это часть региона Варденфелл. Легальное место герцога. Так. Вельможи Видама Дрена. Ага. Герцог Дрен переместился... Так. Новый Банхарт на Варденфелле, на Скуденских островах. Угу. Вот как. Он оставил правление городом в руках бургомистра Караса Кассессия. Угу. Так. Путешественники, входящие в Старый Бенгард, пройдут под статуей Талоса, так, который смотрит на восточный город, что-то там. Как он делал при жизни. Ага. Новоприбывшие, так... Ну, должны задекларировать... Prescribed. Ну, это не знаю. И товары, которые облагаются налогом в канцелярии. Так. Главная дорога ведет так. Ну, это мы знаем. Мы уже там 1000 раз ходили. Так. Эти локации мы знаем. Так, легионеры. А там еще не было у них. Так. Всякие тут развлечения можно найти. Ну, ничего лучше великой часовни Талоса здесь нет, да? Отличная работа по стеклу. Так, архитектура классная. Так. Великая часовня. Так, фонтан на плазе. Так. Много всего там. Гильдия бойцов. Так, штаб частного банка. Восточноевропейская компания. Восточноимперская. Надо бы зайти туда, наверное. Может, у них тоже какие-то есть поручения. Археологическое общество. Там я был. До сих пор квест не выполнил. Этого. Духа Данмера. Двемера. Чей там дух со мной заставляет это все делать. Так, восточный город. Аллеи, магазины. Так, доки. 2 таверны в восточной части города. Так, императрица Катария. Соленые фаттыки. Так, рекомендуют избегать последнюю, да? Так, хостел милосердия Стендара. Ну, в принципе, ничего. Ну вот еще тут про башню. Так, давайте, значит, я нахожусь сейчас, наверное, в 10-м. Нет, это офис Курии. Вот, да, я же вот так вот прошел. Сюда, потом через ворота, да? Это ж ворота? Подожди, нет, это штаб-квартира Легиона. Значит, вот так я пришел. 6. Башня Стендара. Черт, я запутался, короче. 3-4, Мара, Катош. 1-1, это, да, Бонитовый дворец, Бонитовая башня. По-моему, я вот здесь, да, прошел где-то вот тут, наверное, ворота. 6-7. Стендар, Зенитар. Так, 11-10, Курия и зал Курии. Так, у нас есть миссия из Хайрока. Я еще помню, что у меня есть задачка помочь аргонянину, который на арабском рынке сидит через реку.
Миссия Арганян, она располагается в Новом Эбенгарде. То есть, похоже, мне туда сплавать надо будет еще. Да, тоже надо это не забывать, потому что парень-то в беде там. Короче, тут все миссии. 17, 18, 19. Нормально они там расположены. Так. Что мне еще может быть интересно? Так, канцелярия, которую не могут починить, расположена здесь, то есть за башней. Так, 15 это что? Стража побережья, что-то вроде этого. Башняк. Ну, это все понятно. Ладно, прикинули. Так, эбонитовая башня через мост от Плазы. Имперская архитектура. Так. Самая высокая постройка в восточных провинциях. Так, рядом у нас штаб-квартира легиона, зал правосудия, заседание имперской курии в Моровинде. Так, граждане могут сюда приходить. Так, провинциальные провинции, путешественники из Скайрима и Чернотопья должны отметить, как бы то ни было, что их миссии находятся, были перенесены в Эбенгард на Варденфеле. Ну, тут даже есть информация. Я вот, кстати, даже это и не помнил. Внутреннее море, Эбенгард, Вивек, Голмок. В Голмок надо еще как-то мне наведаться, потому что квест я там завалил. Надо скрибовым пирогом, да? Отчитаться все равно. О, как тут далеко все простирается. Хланоек, кстати, еще не доделан. То есть максимум я был в Индалруне, потом в Альмастир сразу пришел. Ну вот, Релсан пропустил, но я думаю, в Альмастир мне тоже надо будет вернуться в скором относительно времени, принести зелье тишины. Ух. Еще раз извиняюсь перед теми, кто не любит такое вот. Это печатные прессы у вас тут. Такой эксплоринг предпочитает экшон, но я без такого не могу, простите. Так, эбонитовые экспорты усиливают охрану, что-то такое. Шахтерская компания Кальдеры продолжает экспортировать большое количество эбонитов в имперскую провинцию. Теперь хорошая прибыль дало доступ к этому ценному материалу, становится свидетельством того, что самая лучшая броня, сделанная в Кальдерском эбоните, была доставлена в наш город из имперских главных оружеен в имперское сердцеземелье. Сделана специально для лорда-генерала Салли Виктрикс. Глубоко черная броня, сделана украшена рубинами и вкраплениями золотых драконов. Такая хорошо декорированная броня по праву заслуживает высочайшего ранга нашего легиона. Наши храбрые солдаты не должны что-то там, как бы то ни было, потому что великий маршал собирается улучшить униформу наших солдат особыми эбонитовыми укреплениями. Кальдерский эбонит спасет жизни многих. Интересно. Какие у них прям планы амбициозные. Так. Так. Инвестиция Вестника. Мастерами-торговцами. Что-то Лотус Хердан. Так, какое-то молоко. Самое горячее новое изобретение. Так, прямо из... Чего? Фригидного Вилотиса. Теперь какие-то бубуеры.
могут думать, что моя последняя подсказка, дрелговые насвистывания, получили неплохое предупреждение по безопасности от имперской комиссии. В то время как перед этим имперская велконнектарная компания вбежала в легкие легальные проблемы с темными эльфами. Блин, чё за бред? Хамумовое или какое там хумовое молоко. Это очень классная возможность. По факту у меня целый корабль этой штуки в несколькомесячном путешествии в Эльсвейр находится уже. Кошачий народ прыгнет в эту тему сразу. Будет глупо не инвестировать. Ага. Это рекламка, понял. Надо бы рассказать этим вон бизнесменам из Коловии, что молоко Хума — это классное вложение средств. Подожди, нет, это ж... Они, наоборот, в свои какие-то идеи хотят вложения. Я понял, это здесь печатается этот вестник, да? Тут что? Магический прорыв чего-то там. Общество нашего города, магических практиков ошарашено, видимо, спекуляциями Тархиэля. След Тархиэля, придворного мага Эбенгарда. Он был замечен взбегающим взволнованно по лестницам замка, таща с собой большую кипу зачарованных свитков. За этим последовал длительный период, в течение которого какой-то органянин заключил себя в его покоях, предположительно работая над великим экспериментом. Юали Фирок, местный зачарователь, который поведал нам эту историю, сказал так. Идея Тархиэля иногда слегка чересчур, но я надеюсь, что его открытие по поводу прыжков начнет новую эру магических исследований и поможет нашему городу, точнее, славе нашего города достигнуть новых высот. Ага. Вот еще один след Тархиэля. Слушай, а не расскажешь ли ты мне подробнее, писарь? Ну, ты скорее не писарь, а наборщик текста, не знаю. Но с ним поговорить особо нельзя, я смотрю. Так, тут я уже залипал в это все. Так, руины Кемелзе. Невидимые люди. Какое-то. Слушай, это я надеюсь, если это я ткнусь сюда, я это не... Заклинание какое-то. Застывшее изображение. От Мургок Грогурзонг. Это стихи, да, похоже? Поэма. Излечить паралич. Всего за одну ману? Ну, это излечить от паралича кого-то. Поэзия. Ага, ну поэзия. Песня Тайбера Септима. Костяная песня. Пыль в горах. Плач Попеленала. Блин, столько всего. Это ж...
Restoration, восстановление. Это ж сколько времени мне потребовалось бы, чтобы это все перевести и прочесть. Я уже прикидываю, это ужас. Но пока что это, наверное, самая обширная библиотека из всех, что я встречал в Моровинде. Живая статуя. Сколько я тут всего изучил, надо же. Паралич. Касание. О! Ну, я вполне могу парализовать. Правда, всего на 2 применения маны хватит. Ого. Постоянный эффект. Ого! Вот это я должен своровать. Эбонитовое правление. Укрепить интеллект на 20. Укрепить силу воли на 10. Сопротивление параличу, сопротивление ядам. Если надеть эту вместе с моими штанами, я полностью иммунен к параличу практически стану. Листовка. Тут даже описание есть. Роба, мантия, эбонитовое правление, что-то такое. Так. Подернуто что-то золотыми линиями и классными эбонитовыми драгоценностями. Мантия была сплетена в залах эбонитовой башни и подарена семье Раатим из Моровинда в ранней Третьей эре. Мантия была приобретена императрицей регеншей Катарии Раатим и стала символом ее правления до смерти в 200 году Третьей эры. Зачарование усиливало влияние императрицы на всю империю и очень усиливало ее популярность среди народа Тамриэля. После ее смерти Роба была возвращена в эбонитовую башню, остается там по сей день. Но я не люблю мантии, черт возьми. Ну пусть лежит. Мы вот недавно в комментариях с Владиславом, например, обсуждали, что я тоже, как и он, не люблю брать вещи, которые разработчики положили вот как-то в интерьерах там, ну неважно где. Вот из сундуков, пожалуйста. А вот тут специальный постамент для этой вещи. Если его забрать, он же будет пустовать. Это будет грустно. А я тем более не люблю мантии. Вот, и Обливиона зато тут есть. Вон, подготовка трупов открытая. Кто-то читал тут. Алхимия. Отлично. Ну, вампиры Варденфелл. Чего они такие дорогие? Миллионоглазая насекомое мечтает. Чего? 2 завоевания Велота. Опять Велот. Дагод, Шармат. Миллионноглазая. Блин. Сон миллионноглазового насекомого. Жесть. Арсенал Парудмы. Слушайте. Опять? Это Парудма? Дряуги и Займры. Чтобы мне ладно было. Что это вообще такое? Парудма или Русхапарма? Это бедный кузнец северо-восточной глубины. Похоже, это старый хрупкий мер, заключенный в труп Дряуга Принца. Исследование того, кто призовет его, мы либо останется в своей хрупкой форме и растворится в воздухе или растает в трупе, атакует и своими кучей кинжалов. Чё вообще, блин? После честной и в его представлении забавной драки он будет покоиться
упокоит его руки, опустит руки что-то там на землю и будет учить секретам зачарования, призыва душ, тремор. Блин. Ничего себе, я еще какое-то заклинание изучил. Арсенал Порудмы. А, нифига. Призвать просто все можно. А ведь интересно. Даже немного маны стоит. Мне, конечно, надо потренироваться в школе призыва. Перейтон. Призвать Орду южных демонов. Жесть. Книги с картинками. Ну, посмотрите. Очень интересно. Это, кстати, только 2 и 4 тома. 120 маны, ничего себе. Скамп, Кланфер, Морозный Атронах. Так, это я не могу выучить. Предки Данмеров. Айлейтские руины. Логическое продолжение как будто бы... А вот и реальная Борензия. Подлинная. Логическое продолжение Диких Эльфов, да? Вот эта книга как будто... Великие дома Моровинда. Это ничего. Вкус сахара. Я... Каджай. И чё это? В Джакаджай. Прыжок. На 50, на 20 секунд. Ну ничего себе, он 130 маны, конечно. Проще сразу удалить такое заклинание из книги. Политическая карта. Это я видел. Карты. О, вино братьев Сюрели. Отец Нибена. Гипотетическое предательство. Аркшуранс. Аркшуранс. Одноактовая комедия. Или Оркса. Блин, не знаю, как это перевести. Богатство Вейреста. Тут, ну это... это пьесы, да. Выучить из них не... вот, можно. Невозможная попытка. Да. Укрепить запас сил. На союзника причем. Ужас замка Хир. Эликсир. Беновая обманка. Так, ну все. А куда тут из библиотеки? Да, я еще раз извиняюсь. Перед тем, кто заскучал. Но зато теперь мы с вами знаем, какие книжки тут можно найти. Подожди. Тут я был, вот здесь я еще не был. Семя. Топоры. Прокачал топоры себе. Вот знаете, как выглядит фактически, наверное. Как ходит такой органянин, так неспешно по библиотеке. Достает одну книжку, достает другую, либо просто смотрит на обложки там, крутит в лапах или... Пирог или бриллиант? Алхимия. О, алхимию прокачал аж на 2 здесь. На 2 пункта. Остров контрабандистов. О, копия прокачал. Я так левелапнусь скоро. Вот, либо достает книжки, там пролистывает их. Катастрофа Ионита. Видимо, я тут уже выучил навык из нее. Я помню, она вроде щитам обучает, блокированию. Да ладно, чё. Копия Хигире 3. Ты кто? Библиотекарь, тоже писарь.
Так, куда меня приведет это? Сокровищница. Вот тут я был. Да, тут я был, а вот выше я не залазил. Надо бы подумать, может что-то еще уволочь из сокровищницы. С теми пропажами, что я уже им организовал, они, наверное, уже смирились, да? Так. Герцогские покои для встреч. Приемные. Приемная, да? И что я тут найду? Высокие палаты. Бренди. История Бенгарда. О, бонитовая это выход на галереи, да? Башня Мары. Заперто. Ну да, я как бы уже тут осматриваю замок. Тебя это не смущает, страж дворца? Это у него шлем такой? Випир легковолосый. Так, ну раз уж я пришел. Вот, видимо, здесь проходят, собственно, у них заседания. Привет, есть идеи, как попасть в миссию Скайрима? Мы, кажется, не туда завернули. Ну да, надо переплыть внутреннее море теперь вам. Випир легковолосый к твоим услугам. Я прибыл в Эбенгард вместе с Кольфи. Свободной тенью, чтобы доложиться в миссию Скайрима. Но мы все никак не можем найти дворец. Место, то есть не дворец. У меня плохие новости для тебя. Это, смотрите, какие скайримские у него доспехи. Привет, привет, меня зовут Скольфи. Так, нас послал король Азган из Истмарка, чтобы посетить миссию Скайрима. Но мы все обыскали и не нашли ее. Норды тупые. Если что, это цитата. Ну, скажи они вообще, да, ребята? Так, Caretaker озабоченная башня. Так, ладно, давайте закругляться пока на этом уже, друзья. Это была самая, наверное, мирная серия из всех в Моровинде у меня. Но, блин, мне понравилось залипать в эти все книги. Вот, можно посидеть как бы в ожидании приема, да? С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Спасибо за ваши просмотры.